Ну что, друзья, всем огромный привет, с вами Виталий, добро пожаловать на мой канал, вещаю из Сакраменто, Калифорния. У нас родился в Америке сын, второй сын мой. Смотрите до конца, дальше расскажу, как мы его назвали. Рожали мы здесь в Сакраменто, в центре города, в самой лучшей клинике. И в этом видео хотел бы поделиться своими впечатлениями о родах, об роддоме, об отношении всех работников, врачей, медсестер к нам, к моей жене, к ребенку, естественно, в первую очередь. Это было лучшее отношение к нам, которое когда-либо мы испытывали в своей жизни, где-либо. Это такое ощущение, что здесь это по-особому как-то в роддомах, и когда дети рождаются, и это такая поддержка мамы по-особому. Кто здесь рожал, я думаю, не дадут мне соврать, как это круто. Как это круто, какая помощь, поддержка. Не передать словами то, что мы пережили. Мы очень благодарны, счастливы и рады. Мы уже дома. Буквально вот только второй день. Мы вчера приехали с роддома. Все началось с того, я вам расскажу поэтапно, как здесь это проходило, как вот проходит. Друзья, перед тем, как мы продолжим, хотел бы у вас спросить, нуждаетесь ли вы в денежных переводах из Польши в Украину? Если да, то у меня для вас есть отличная новость, отличный сервис, про который я вам сейчас расскажу. Это сервис денежных переводов под названием Profi. Profi — это европейский полностью лицензированный сервис, с помощью которого можно отправить даже до 45 плюс стран мира. И в частности, конечно же, в Украину по очень выгодному курсу, который ориентирован на биржевой курс, точно не хуже банковского курса. Если вы сомневаетесь, вы можете зайти проверить, какой хороший там курс сейчас. Также нет никакой комиссии, и еще деньги зачисляются мгновенно. Так как же сделать денежный перевод? Все очень просто. Для этого нужно скачать приложение Profi. Но, кстати, еще классно то, что можно отправлять деньги не только через приложение, но и через сайт. Вводите страну отправителя, страну получателя и валюту, и нажимаете «Отправить деньги». Вам предложат оплатить перевод. Вы оплачиваете его своей европейской картой, Google Pay или Apple Pay, и вуаля, все занимает буквально пару минут, деньги заходят мгновенно на карту Visa, MasterCard любого банка Украины. А сейчас еще проходит супер акция, что до 28 февраля, если вы отправите свой первый перевод от 500 злотых, вы получите до 5 евро кэшбэка. Это очень крутая возможность, не упустите ее. Ссылка на приложение будет в описании под этим видео. Переходите, скачивайте, отправляйте быстрые бесплатные переводы с Profi. Простой способ быть рядом, даже когда вы находитесь далеко. Когда у нас появились первые признаки родов, мы решили поехать в больницу. Естественно, изначально мы какие-то вещи уже собрали, они были готовы. Обязательно нужно с собой иметь как минимум корсит. Корсит — это детское кресло, без которого, наверное, вас не выпустят потом из роддома. Поэтому это самое главное. Все остальное — это уже второстепенное. Любые вещи, я бы сказал, только себе вы можете взять какие-то тапочки для удобства, может быть, какую-то переодевачку для себя. Мне, а мамочки то вообще там обеспечивают всем. Есть все, ничего не надо с собой брать. Всякие халаты и переодевачки, и приспособления, аксессуары. Абсолютно все. За это вообще не стоит переживать. Не думали, что роды наступят так быстро. Это было немножко раньше срока, на неделю установленного срока. И когда ты туда приезжаешь, вначале маленькая регистрация, ответы на вопросы, коротко. И потом тебя, то есть мамочку, отводят на такую первую вступительную проверку, после которой будет видно и известно, остаешься ли ты в роддоме сразу или тебя отправляют домой. Потому что частая практика, когда тебя отправляют домой, ты еще дома находишься сутки-двое, потом тебя опять там плохо видишь, у тебя какая-то предродовая деятельность начинается, ты опять приезжаешь, тебя опять смотрят и могут опять отправить домой, если они так считают. Вот в это время в коридоре все сидят, там папочки, мужья, друзья в ожидании. И получилось так, что нам сказали после этой первой проверки, что мы остаемся сразу в роддоме. Супруга вышла ко мне в коридор, мы подождали где-то 10-15 минут, пока готовилась палата. Там десятки или сотни этих родовых палат. У каждого она сразу идет отдельно, тебя туда сразу селят, и ты там находишься вместе со своим супругом
полностью до самых родов, когда бы они ни наступили, раньше или позже. Сколько нужно часов ты будешь находиться там, тебя никуда больше не переводят. И эта палата, она оборудована просто сверхсовременным профессиональным оборудованием. Там есть все, что нужно. Это каждая палата, чтобы вы понимали, имеет все эти приспособления, все эти компьютеры, все эти оборудования, воздухи, кислороды. Кресло просто стоит, наверное, десятки тысяч долларов. Оно многофункциональное, оно трансформатор. Оно поднимается, опускается там со всех сторон, как только хочешь. Чтобы вы понимали, это настолько хорошее отношение людей, всех медсестер, всех, кто был. Это просто одна лучше другой. А приходили к нам многие за все это время сверхдоброе, сверхчеловеческое, что ты чувствуешь себя просто как будто ты в каком-то раю находишься, что в мире нет зла, что все в мире хорошие, ты просто забываешь обо всем. Как они хвалят мамочку, как они хвалят потом ребенка, как они подхваливают, как они рады тебя видеть. Ну просто любой твой каприз, они готовы тебе принести, помочь. Вот. Чтобы вы понимали, муж находится рядом по желанию все время, с самого того вечера до родов. И после, когда нас еще перевели в подобную палату, уже после родовую. То есть я не выходил ни разу из комнаты. Все это время я находился со своей женой. Во время родов также присутствовал. Вот, это очень крутое, незабываемое чувство. Но мне есть с чем сравнить. Я был на родах и также в Донецке, когда мы рожали Тиму. Я не хочу, конечно, как-то плохо отзываться, но это был просто совдеп, реально. Когда мы приехали, и на нас так смотрели, что вы хотите, зачем вы сюда приехали, какой-то свет горел, лампа на столбе одна горела, все в темноте, коридоры темные, какая-то вахтерша на входе сидела с недовольным лицом, типа там заполняйте какие-то бумаги, а зачем вы приехали, может быть вам рано, может вы уверены. Просто неприятное было чувство там, и потом как будто ты должен всем этим врачам, всем этим медсестрам, ты должен был потом платить, ты должен был носить шоколадки, ты должен был кланяться. На жену орали, прикрикивали, что она там что-то не так делает, или что, когда у нее боль, когда у нее схватки, и на тебя еще врач прикрикивает, но это просто маразм какой-то. То здесь, в Америке, чтобы вы понимали, абсолютная противоположность. То есть как небо и земля, понимаете? Кто не был, вам, конечно, сложно понять, но поверьте моим словам, если у вас будет возможность рожать в Америке, то делайте это. Вы почувствуете к себе по-настоящему человеческое отношение, такое, какое оно должно быть. Всю ночь, через каждые полчаса приходили медсестры, проверяли жену, проверяли ребенка, там сердцебиение, схватки, там все аппараты, все это подключено было. Относительно английского языка у нас очень плохой язык, поэтому подключали все время. Когда нужно было им что-то важное нам сказать или спросить по делу, тогда они подключали переводчика. Это на планшете. То есть здесь есть такая инфолиния, где работают переводчики, они им звонят, прямая линия, сразу подключается выборочно любой переводчик, и он нам переводит. Хорошо, родители, ребенок выглядит отлично. Я поменяю ему подгузник, потому что в нем есть кал, но я его оставлю здесь, чтобы медсестры его увидели. Мы еще также к вам вернемся со всей командой специалистов и врачей. Иногда нас бывает много, но хотя бы, чтобы также и главный сегодняшний врач-специалист также смогли бы зайти к вам, взглянуть на ребенка, поговорить с вами и дать добро на распоряжение вашей выписки. Поэтому за все роды и за все время нашего пребывания сменилось большое количество переводчиков. И одна переводчица даже попала на сами роды и была подключенное аудио. Все роды, которые длились, она переводила и была, в общем, на линии. В кабинете помимо меня, жены, находилось еще 6 человек. Все было приготовлено для доктора, для врача самого главного. Это был такой американец азиатской внешности. Очень серьезный мужчина, видно, профессионал своего дела, который пришел и просто сделал свое дело быстро. Он даже не говорил ни словом. Пару слов за все роды сказал, помог с родами, все, и просто ушел. Дальше уже все делали медсестры.
все помогали, то есть это было как в фильмах, когда он родился, они зафиксировали там 8:19 сразу, как только он родился, сразу время записали. Ребенка, чтобы вы понимали, не забирали ни разу, вообще ни разу, никуда, ничего. Любая проверка, чтобы ни было, все было на месте. Там через каждый час, через два проверяли сердцебиение. Много было разных процедур, очень много, и все это было на высшем уровне. Мы просто очень благодарны, мы счастливы. Мы почувствовали себя реально здесь людьми в этом роддоме. Эти люди как родные для тебя, эти медсестры, эти врачи, они искренне тебе улыбаются, они искренне желают тебе добра, счастья. После родов нас перевели в подобную палату, она была немножко меньше, но там стояла такая же кровать, и там было много оборудования. Там уже были другие медсестры, другой персонал, это было на другом этаже. И там мы были до самой выписки. Самое главное, чтобы выписали, это нужно пройти по списку, чтобы ребенок соответствовал всем там проверкам, чтобы слух был, там, чтобы он сходил в туалет, как берет грудь, не берет, там куча всего. И когда у тебя все нормально, после того, как оформлены все документы, после того, как оформлены данные на свидетельство о рождении, которые мы скоро получим, нужно было ввести данные, там правильно все. Все это занимает время, то есть, но обычно это не больше суток. Никто 2-3 суток в Америке здесь, если у вас были обычные нормальные роды, без каких-либо операций там и проблем, то это до суток, и вас отправляют домой. Никто долго там вас не держит. По-особенному вот в Америке при рождении детей в роддоме это какое-то особое отношение, это как новая жизнь, понимаете, появляется новая жизнь, и это стресс. И они пытаются это все скрасить, сгладить. Поэтому я вам очень всем рекомендую, у кого есть возможность или кто будет рожать в Америке, вообще не переживайте. Все будет просто на высшем уровне. Настраивайтесь на хорошее, на позитив, на хороший лад. Обязательно у вас будут подобные хорошие роды. Я не сомневаюсь, что в Америке будет так. Я думаю, это везде так. Это не только в этом роддоме или в этом штате. Это везде так, потому что это правильно, это классно, это должно быть так. В роддоме в обоих палатах приносили поесть. Для жены как бы было основное блюдо, тарелки и как бы порция для жены. Мне как бы не было отдельной порции, но мне все время предлагали в течение дня чай, кофе, либо сэндвичи. Голодными мы не были. Конечно, мы что-то взяли с собой, что-то нам дали с собой еще друзья, родственники. Поэтому голодными мы точно не были. И даже того, что там давали, я еще за женой доедал, поэтому ночью также они заходили. Это, конечно, не дает, может быть, отдыхать маме лишний раз, но они всегда приходили проверять маму ребенка. Я так понял, что ребенок ни в коем случае не может спать с мамой рядом, именно чтобы мама спала, чтобы его не задавить и чтобы он не задохнулся. Только кормить можно, а потом нужно ложить его в этот бокс, в этот манежик, который там есть. Теперь наш сын гражданин Америки, он скоро получит свидетельство о рождении американское, также придет на почту Social Security Number, как для граждан. Также вскоре мы сделаем ему американский паспорт уже. Это также делается на почте. Недорого стоит, простая процедура, заполняешь заявку, там баксов 60 платишь, фотки приносишь, и будет паспорт гражданина Америки. Для нас, для родителей, для легализации пока это ничего не дает. На основании этого нельзя здесь жить или как-то легализоваться в будущем. Можно только легализоваться, если наш сын вырастет и ему будет, наверное, 21. Тогда он сможет вызвать родителей, если мы здесь не будем жить, допустим, а он сюда приедет, то он может нас вызвать сюда жить. Значит, ребеночка мы назвали по-нашему, если это Даниэль. По-американски это Дэниел. И на всякий случай по-польски это тоже Даниэль. В Польше есть такое имя, так же само пишется, как и по-английски, латиницей Даниэль. Вот, то есть не Даниил, не Даник, а именно Даниэль, Дэнни, вот такого плана, больше как на американский лад. Значит, он родился 2,939 и 49 сантиметров. В общем, примерно точь-в-точь, как родился наш Тима. Он даже вылитый на него похож, таким, как был Тима в детстве. Абсолютно, как будто вот два одинаковых ребенка. Это Тимин брат, Тима теперь старший братик. Он невероятно его ждал. Уже не мог дождаться встречи со своим братиком. И, в общем, носит его
на руках. Кому интересно, мы рожали в Сакраменто, в центре, в даунтауне, называется Sutter Medical Center. Вот это очень классный роддом, все его знают, все его хвалят. Теперь будем хвалить и мы его. Вот так, друзья, родили ребенка. Медсестра помогла вывести сюда жену с ребенком. Прямо к машине подъезжаешь, здесь грузишь и уезжаешь. Новый жизненный путь. Если вдруг вы смотрите эту информацию и она вам была полезной или интересной, поддержите это видео лайком. Вот, с вами был Виталий. Еще раз благодарю за внимание. Благодарю Бога за сына второго подаренного. Благодарю жену, супругу, умничку, которая подарила мне также второго сына. Она просто была молодец, просто молодец. Вот. И до новых встреч, друзья. Пока.